Категорически всех приветствую, друзья, на канале. Итак, сегодня, точнее вчера в обед вышла новая часть Battlefield 2042, и в этом видео я решил сэкономить ваши денежки и протестировать движок на различном железе, а именно два компьютера, два ноутбука и даже Xbox Series S. Почему, вы спросите, я решил сэкономить, то есть ваши денежки? Ну, во-первых, лично мне тоже интересно, какие же системные требования в самой революционной части Battlefield, а именно такое называют свое творение разработчики. Они, знаете ли, утверждают, что новый движок заточены под Next Gen и так далее. И так как приставок этих PlayStation 5 и прочих за 70 тысяч очень мало у наших людей, то я по традиции буду тестировать на всем, что имею у себя дома. В общем, зрители будут точно знать, чего им ожидать и стоит ли прокачивать свой компьютер или вообще этого делать не стоит. Итак, в этом видео участвует следующее железо, друзья. Первая и самая мощная сборочка — это мой личный домашний компьютер с видеокартой RTX 3070 Ti. Внутри далее 32 оперативы и проц i7 11700K. На этой машине я протестирую батлу на ультра в 4К и ультра широком формате, плюс к этому тоже протестирую. Далее вторым и чуть слабее по мощности будет у нас ноутбук от компании Tender, то есть Tanzer Robot. Он имеет i7 11800H на 8 ядер 16 потоков, и у него стоит видеокарта RTX 3060. Стоит он порядка 120 тысяч рублей, и на нем я буду все тестировать только в 2К на ультра. Далее третий вариант — это еще один мой компьютер, точнее моей жены, но теперь уже заметно слабее этого ноута. Тут стоит Ryzen 7 2700, видеокарта GTX 1650. На этой видяхе я буду тестировать только ультра, то есть возможно даже высокие настройки, но в разрешении Full HD. Но и это еще не все, друзья. Замыкает эту тройку еще один бюджетный ноут с i5 10200H и видеокартой GTX 1650 Ti. На этом ноуте я надеюсь хотя бы на средних Full HD запустить Battlefield, ну и в конце у нас еще будет, конечно же, пощупаем Next Gen, и это консоль Xbox Series S. Я взял ее в это видео, то есть специально чисто для интереса. Стоит такая приставочка 30 тысяч рублей или 12 тысяч гривен, то есть консоль от Microsoft — это самый дешевый вариант в этой пятерке, чтобы вообще запустить Battlefield 2042. Короче, все, заканчиваем трепаться, друзья, и теперь сразу давайте приступаем к тестам. К сожалению, в бета-версии доступна всего одна карта. Сама эта бета-версия будет доступна всем людям вроде бы до 9 числа, причем бесплатно, и первым делом по традиции проверим Battlefield на самом мощном компьютере с RTX 3070 Ti. Кстати, именно эту видеокарту я дарю своим подписчикам в одном из конкурсов на своем канале. Ссылочки я оставлю в описании под этим видео. И такой компьютер стоит сегодня, внимание, примерно 200 тысяч рублей или 2500 долларов. И вот, друзья, я выставил все в 4К на ультра, и видим с вами, ну а что мы видим? Примерно 20 кадров в секунду. Абсолютно некомфортно все это воспринимать. Я думаю, тут есть два варианта, почему мы видим вот такие, то есть вот такой низкий фрейм. Первое, я думаю, все же маловато 8 видеопамяти на RTX 3070 Ti. Да, карта мощная, на 8 VRAM для 4К и ультратекстур. Это не совсем уже комфортно. И вторая причина, и тоже очень весомая, в этой части Battlefield нет поддержки DLSS. И зачем было сделать здесь, не знаю, там Nvidia Reflex? Мне кажется, лучше бы сделали наоборот, ведь как раз очень бы здесь не помешал DLSS, хотя бы в режиме производительности. Да, я понижал настройки с ультра до высоких, и все равно мы видим, не больше 25 FPS. Это очень, друзья, мало. Короче, топовый компьютер с видеокартой за 130 тысяч не вытаскивает батлу в 4К на ультра. И теперь давайте проверим, что будет на широком мониторе в разрешении 3440 на 1440. В общем, по несложным подсчетам мы знаем, что 4К это примерно 8 миллионов пикселей, а 3440 на 1440 это 5 миллионов пикселей, и значит 3070 Ti почти на 35% будет иметь меньше нагрузку, и поэтому на широком мониторе мы наконец-то получаем в среднем от 60 до 70 FPS. Мне кажется, это более чем комфортные цифры, и даже нет смысла проверять, что там, не знаю, на высоких. Ключевая задача — это получить 60 кадров. Все же в сетевых штанах это очень важно, чтобы было не меньше 60, и на ультра в 70 кадров на широком мониторе это мне кажется вполне комфортно. Кстати, на карте 128 человек в этой бета-версии, это максимальное количество людей на одной локации, и если судить чисто визуально, то мне нравится новый движок батлы. Возможно, тут потом появится трассировка лучей, но судя по всему видно, что вот действительно работали над визуальной картинкой, и динамичная смена погодных условий — это тоже, мне кажется, весьма интересное новшество. Вот такая история.
Окей, друзья, идем далее. Теперь чутка опускаемся ниже по уровню железа и проверим Battlefield на ноутбуке с RTX 3060. И проц там стоит i7 11800H. Что ж, на этом ноуте я тестировать буду только в 2К на ультра, и вот с такими настройками ситуация уже лучше, чем была с 4К на топовой машине. Но все равно до стабильных 60 FPS, я думаю, все еще далеко. И в среднем получается 50 кадров с ноутбучной RTX 3060. Блин, это прям очень сильно не хватает DLSS. Будь она вот действительно в настройках, я бы поставил ее даже хотя бы в режиме качества, и уже бы я получил стабильный 60 или даже 70. Но тут ничего из этого нет в настройках, и поэтому, друзья, 50 FPS на ультра 2К в ноуте за 130 тысяч рублей. И даже если выставить высокие настройки, а я выставлял такие действительно высокие, то все равно у нас с натяжкой, очень прям с натяжкой местами проскакивает 60 кадров, и все равно средний показатель не больше 55. То есть единственное решение это просто выставить только Full HD на ультра. И тут, конечно, да, понятное дело, я тоже проверил чисто ради интереса. И только Full HD, друзья, на ультра мы получаем 60 или даже 75 FPS. И можно сказать, что это поистине комфортный фреймрейт, но только это, внимание, все Full HD. В общем, одним словом, я пока что не очень в восторге от системных требований. Во-первых, я тестировал пусть даже и в 4К на ультра с 3070 Ti, но все равно по сути это все тот же 3080, и там провальные 20 кадров. Второе, вот перед нами теперь тоже далеко не самый дешевый ноут с RTX 3060 и мощным процессором на 8 ядер 16 потоков, и все равно в 2К на ультра рваные нестабильные 50 кадров. Однозначно нужен, прям обязательно нужен DLSS в новой части батлы, иначе люди с мониторами свыше 2К или там, не знаю, 4К, им, вот, то есть вам нужно покупать ноуты по 150 тысяч или там компьютеры с 3080. Слишком уж все это работает плохо без DLSS, и я удивлен, что его вообще не завезли DICE в эту, то есть в эту часть батлы и сделали какую-то там, не знаю, Fidelity FX, потому что, видите ли, AMD сотрудничает официально с разработчиками. Скорее всего, они хотят просто, чтобы батла продавала новые Radeon с поддержкой Fidelity FX, но это странная идея, зная, что 80% людей используют видяхи RTX от компании Nvidia. 80, Карл, а не 20%, поэтому здесь как бы стоит DICE, наверное, задуматься. Бараны. Что ж, ладно, пока что результаты, если честно, не очень радуют меня, везде буквально приходится понижать настройки, но это были, напомню, не очень дешевые видеокарты, там была 3060 и даже 3070 Ti, и вот теперь, друзья, пришла очередь бюджеток, и проверим снова еще один компьютер, но теперь уже с видеокартой GTX 1650 и 4 видеопамяти. Да, в этом ПК стоит хоть и довольно нормальный Ryzen 7 2700 на 8 ядер 16 потоков, но это все равно не спасает ситуацию, и самое важное, это узкое место, это, конечно же, GTX 1650. Хотя сегодня я бы не сказал, что это прям бюджетная видяха, стоит она самая дешевая версия, порядка 30 тысяч рублей или 12 тысяч гривен. И вот я, значит, что я сделал? Я выставил ультра настройки Full HD, и перед нами интересная картина. Хотя, чего тут, если честно, интересного? Тут ситуация из-за 4 видеопамяти вообще поставила на колени весь компьютер. Просто печальное и жалкое зрелище. Я точно не советую прям вот запрещаю своим зрителям покупать GTX 1650 для Battlefield 2042. Тут единственный вариант это хотя бы понизить до средних. Просто сразу забыть про ультра или там высокие настройки. И вот именно на средних Full HD уже как бы более или менее нормально идет батла. Хотя все еще очень сильно заметны фризы. И 40 FPS это далеко не 60. Так что ситуация, друзья, вполне плачевная. И Battlefield просто крайне нуждается в видеокарте, которая имеет хотя бы 6 VRAM или даже возможно 8. Короче, чем больше, тем лучше, и 4 видеопамяти это сразу фаталити, любой, не знаю, там 1050 Ti, RX 470, RX 550 и так далее, прочему мусору. Вот такая вот история. Окей, ладно, продолжаем тестировать, друзья. И сейчас будет самая слабая машина, точнее это будет ноутбук с мобильной 1650 Ti и 4-ядерным i5 10200H. И это вот бюджетный ноут, хотя это не совсем прям бюджетный, стоит он 75 тысяч. Вот тут я бы тестировал все именно на высоких настройках, возможно даже средних Full HD. И вот тут как раз на высоких сразу я понимаю, что Battlefield будет и есть одним из самых требовательных проектов в 2021. Причем не только на высоких, но и на средних
у нас тоже, как бы, видимо, не больше 25 FPS. И для сетевых шутунов это просто ни о чем. Ну ладно, едем далее. Давайте выставим теперь уже самые низкие настройки Full HD. Как видим, ситуация хоть и лучше стала, но все равно невозможно нормально стрелять в вечные фризы. И те люди, кто сделали предзаказ на Battlefield и сидят дома на ноутбуках 1650 Ti, это вот именно вы и будете катать на самых низких Full HD. То есть примерно 25-30 кадров у вас будет и есть на самом деле с невероятными фризами, от чего порой даже мне, честно, кажется очень больно смотреть в экран. Я вам вот честно признаюсь. Но, друзья, не стоит раньше времени расстраиваться, потому что у нас имеется что? Правильно, любимые 720p на самых низких настройках. И вот тут свершилось такие, вот мы наконец-то выжили с ноута заветные 60 FPS. Но только стоит, напомню, 75 тысяч рублей или $1000. И это, знаете ли, ну далеко не самый слабый ноут с видеокартой 1650 Ti. Уверен, на более слабых ноутах будет ситуация еще хуже. И вот на таком железе в 720p на самых низких настройках мы видим даже ну далеко не очень стабильные 60 кадров. Короче, парни, больно смотреть на это все. И давайте уже в конце посмотрим вот именно на консольную версию Battlefield 2042. И в моем случае я использую новый Xbox Series S. Стоит он, напомню, 30-ку. И знаете, это лучший вариант, на чем вообще можно сегодня нормально запустить Battlefield. Вы не поверите, но тут примерно я понимаю, то есть я улавливаю, что здесь есть 2К, возможно небольшой апскейл на высоких настройках, и при этом маленькая приставочка выдает стабильный 60 FPS. То есть как бы то, что не сумел ноут за 130 тысяч, умеет консоль за 30. То есть по сути в этом видео лучшим является, я так думаю, RTX 3070 Ti на широкоформатном мониторе на ультра. Там мы, если помните, видели стабильный 60. И на втором месте, как ни странно, это именно приставочка Xbox. Она тоже выдает стабильный 60, возможно даже 2К. В остальном я, если честно, вообще недоволен требованиям именно к железу. То, что там писали разработчики, то есть рекомендованные, это явно не соответствует реальности. И то, что там блогеры тестировали на всяких RTX 3090 за 300 тысяч, то это тоже не отражает сути вещей. И чтобы реально запустить сегодня новую батлу, у вас есть три варианта. Это либо RTX 3070 Ti на широком мониторе, далее, если есть, возможно, RTX 3060 на высоких Full HD, и третий вариант это, конечно, Xbox или PlayStation 5. Это самый дешевый вариант, кстати. Одним словом, новая Battlefield, я думаю, вышла критически очень требовательная к железу, и теперь ждем, конечно же, полную версию. Я думаю, там ситуация будет еще хуже, и очень прям нужно обязательно, чтобы наконец туда добавили DLSS, потому что без этой фичи там абсолютно нечего делать. Никто нормально ничего не сможет запустить. Это месиво сегодня просто выглядит очень сильно требовательным к железу. В общем, на этом, я думаю, уже буду заканчивать. Еще раз напомню, что на своем канале я провожу конкурс на видяху из этого видео, а именно RTX 3070 Ti за 130 тысяч. Обязательно переходите по ссылочкам внизу, принимайте участие, то есть примите участие. Я уже немножко подустал и разочарован такой оптимизацией Battlefield. И так как бы вот сейчас сложная ситуация с видеокартами, так и еще в придачу выходят вот всякие супер требовательные хиты. И скорее всего, друзья, у нас всего один путь. Это переходить временно на консоли. И только там задешево можно увидеть хотя бы 60 кадров. Это все, что я вижу вот в ближайшем будущем. Всем еще раз я желаю не болеть, будьте здоровы и до новых встреч на канале. Всем удачи и пока-пока.